Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу вам подарить очень дельный, хороший ритуал, которым я, собственно говоря, много лет пользуюсь. Вот как я вам обещала, постепенно дарю свои кровные, личные, любимые. Итак, вам нужно будет взять зеленую свечу. Черные свечи я поставила для освещения сейчас, чтобы вам было видно, что здесь находится. Колокольчик. Найдите колокольчик, купите колокольчик. Любой. Вам нужна будет, то есть нужен будет горшок из глины. В принципе, можно и керамический, но глина лучше. Она глина как живой материал. Монеты. Если у вас возле фортуны стоит такой горшочек, потому что я как-то дарила вам, да, ритуал, где нужны были монеты и горшок. Можете взять у фортуны, она не обидится, и потом поставите обратно ей. В принципе, они усиливаются постоянно этими ритуалами. Издревле известно, что звук вызывает определенную ассоциацию, что барабанами, звуком, песнями вызывали силы духов. Воины перед боем били в барабаны, трубили, тем самым пробуждали внутри себя какую-то агрессию, силу, то есть созывали духов предков, созывали силы, которые будут им помогать в битве и прочее, прочее. То есть мелодия, музыка имеет огромное значение. Не зря созданы вот эти поющие чаши тибетские. В них все звуки природы, и они очень хорошо вибрируют, успокаивают мозг, сознание. Не зря придуманы мантры и прочее. То есть звуком можно как привлечь, так и изгнать злых духов. Шаманы, например, бьют в бубен. В некоторых традициях колдуны звенят или громко бьют в барабаны, изгоняя злых духов. То есть можно изгнать и привлечь что-то, да, то, что ты хочешь, смотря на что ты нацелен. В этом ритуале вам нужно совершить две части ритуальной. Первая, связанная с колоколом. Я звенеть не буду, поскольку час ночи, ровно час ночи. Как бы это будет смотреться не очень правильно и не очень красиво, согласитесь. Но я вам подскажу в этот момент, что вы должны звенеть в колокольчик. То есть этим колоколом вы изгоняете бедность и пробуждаете изобилие. Будете это изобилие. А вторая часть связана с монетами. Сыпая постоянно внутрь монеты, чтобы монеты звенели, читайте заговор, тем самым пробуждаю силу денег, то есть силу монет, потому что все символы богатства, они связаны все-таки с монетой, потому что с монеты начинается все, да? Если у миллиардеров сесть, там разобрать все их имущество на монеты, но получится, конечно, просто астрономическая сумма монет, но ведь их миллионы состоят из монет, правильно? Кто-то торговлей занимается, кто-то там информационные какие-то там открывает, кто-то игры создает. Если их игры стоят там несколько тысяч, эти несколько тысяч можно разбить на сотки, эти сотки на рубли, рубли на монеты. В итоге получается, что основа все-таки монета. Поэтому монета – это символ богатства. С монетой можно делать очень сильные ритуалы. Я почему все время вам говорю, разменяйте доллары мелкие, разменяйте монеты, с монетой работайте. Просто люди, не знающие, которые хотят круто выглядеть, да, высыпают на стол по 5000 купюр или по $100, или по $1000, я не знаю. Там показываю, якобы совершают денежный ритуал, какие-то умудренные вещи, масло фейхоа, там зеленое, не знаю,
зеленая шкура красной обезьяны и так далее, чтобы вызвать денежную силу. Потому что это все вроде выглядит очень круто, очень необычно и очень тяжело достать. Поэтому вы, собственно говоря, и обвинить не можете этого человека, что там нифига не работает. Потому что вы же не достали масло фейхоа и красный хвост зеленого павиана. Вы же не достали это все. Если бы вы достали, провели, и оно бы не сработало, вот тогда претензия к автору. А поскольку вы это все не достанете до конца своих дней, то понятное дело, что вы можете только вздыхать и говорить, какой крутой ритуал. А на самом деле все гениально и просто. Заметьте, люди, которые мало отношения имеют к магии, они, как правило, все делают умудренно. Показывают умудренные ритуалы. То, значит, сок какого-то там диковинных плодов, значит, такие-то цветы из такой-то горы, такой-то чай, свечи с такими-то камнями и так далее. То есть то, что тебе обойдется как минимум 15 тысяч долларов это все собрать, еще не факт, что ты это все соберешь, и не факт, что у тебя это сработает. Поэтому, как правило, как можно более умудренные, очень тяжелые, тяжело доступные вещи и недосягаемые, космические, какие-то невероятные ритуалы придумывают люди, которые далеки от магии, очень далеки. Я согласна, что есть направление, например, вуду, где можно, то есть нужно в некоторых ритуалах доставать очень такие непростые вещи. Но в основном это все придумано было жрецами и колдунами вуду для того, чтобы показать народу, мол, не каждому это доступно. Видите, сколько сложностей мы проходим, чтобы провести тот или иной ритуал. А на самом деле они очень прекрасно все заменяли или обходились без этого всего. И у них срабатывало на личной силе. Понимаете? А здесь вот народу, что, мол, вот, достаньте череп там бабуина, там, который умер в 30-м году жизни, и это клык зубра, еще доисторическую ящерицу и так далее. Вот когда вы это достанете, вот, а мы вот как вызываем дождь, мы это все достаем и вызываем дождь. Поэтому видите, как непросто и нелегко. И все вздыхают, думаю, о, точно, величие. На самом деле все намного проще. Просто есть сила у человека, и у человека это срабатывает. Так вот, дорогие друзья, вы уж извините, что я не заставляю вас достать масло фейхоа и красный хвост черного бабуина, но я вам даю дельные ритуалы, которые срабатывают. И основа этих ритуалов – древние поверья и древние там поклонения, ритуалы, значит, практическая магия древних и прочее. За основу всего этого лежит древность. И вообще все гениально и просто. Все рабочее просто, понятно, доходчиво, и поэтому быстро срабатывает. Недоступно каждому, но если есть мастер, он может это в упрощенном виде вам представить, он может вам представить это в доступном виде, без лишнего вот этого выкрутаса, да, и вы это совершите, и у вас это получится. Так вот, начнем. Вам нужно 7 раз одну часть ритуала совершить, 7 раз другую часть, то есть 7 раз прочитать. Берете колокол, и, значит, он пока звенит, вы читайте, и мы звенеть не будем ночью. Нужно вот прям, постарайтесь не переставая звенеть и ходить по дому. Будет отлично, если вы это прочитаете в каждой комнате. Потом еще в общей комнате, потом еще возле дверей там входных. То есть вы весь свой дом как бы очищаете, убираете бедность и вызываете, пробуждаете силу изобилия. Понимаете меня? По всему дому. То есть
Если по всему дому это сделаете, будет очень хорошо. Если в одной комнате у вас возможность это сделать, пускай будет в одной комнате. Это можно совершать и днем, и ночью. Если, конечно, соседи милицию не вызовут от вашего звона, то вы можете даже час ночи это делать. Это не имеет разницы. У меня спрашивают про Луну. Дорогие друзья, если Луна будет иметь какое-то отношение к ритуалу, я вам обязательно об этом скажу. Если я об этом не говорю, значит, Луна не имеет здесь особой роли не играет. Я даю, как правило, нейтральные и уникальные ритуалы, которые должны срабатывать в любое время. Человек не может месяц ждать, чтобы Луна начала расти, и тогда провести ритуал. Да, денежные ритуалы на растущую Луну сильнее получается. Но мои ритуалы, те, которые я вам дарю, можно провести любое время. С практиками не путайте. С практиками иной разговор. Человек, который практикует, он обязан определенные каноны соблюдать. А вам это не нужно. Вам об этом и задумываться незачем. Итак, начнем. Значит так. Первое, что мы делаем, берем колокол. И пока колокол звенит, читаем 7 раз. Обходим весь дом желательно. Если нет, то можно возле стола. Колокол, звени громко, заливайся звуком звонким, изобилие разбудит, а ко мне деньга прибудет. И достаток у нас будет. Звени, звени, звени громко, заливайся звуком звонким. Твой звук зверей пугает, безденежье убегает. Звени, звени, звени громко, заливайся звуком звонким. Лети звук по всему миру, потянется удача к кумиру. Веди звон ко мне тех, у кого кошель пузатый, сам он знатный да богатый, кто мой труд оценит, щедро одарит, будет благодарен. Лети звон по миру, веди людей к кумиру. Звук зверей пугает, безденежье убегает. И вот это 7 раз. Звенеть и читать по всему дому. Когда вы это все прочитали, берете в руки горшок. Если можете ходить опять же звенеть, то будет прекрасно. Если нет, то возле стола, значит, стоя или сидя читаем, вот так вот бросая монеты. Поднимая, бросая, звеня монетами. Опять 7 раз. Удача тебе этот звук знаком. Через звон монет приди изобилие в дом. Через монеты богатство идет. Через звон монет удача идет. Удача, богатство, тебе этот звук знаком. Через звон монет приди изобилие в мой дом. Монета, ты властвуешь в доме богатых. Ты символ знатных. Стань дорогой к моему дому. По той дороге изобилие придет, и у нас поселится. Заклинаю. И вот это 7 раз прочитайте. Самый простой способ разбудить спящую удачу и изгнать застой в делах. У практиков есть ритуал, мной подарен, называется пробудить пространство. Отлично срабатывает, когда вот застой в делах, какая-то тишина везде, глухо, как в танке. Вот должны были прийти люди, что-то у них не получается, то у тебя не получается со здоровьем, то ты вообще не хочешь зайти и никому отвечать, настолько устаешь, выжатая, то одно, то второе. То есть застой, вот глухота, глухомань, закрылась, все. Читайте. Пространство, пробудись. Вот пространство настолько начинает, просто везде движение, везде просьбы к тебе, везде дела, работа, то подарки, то благодарности, то все, начинается вот этот процесс. А для людей, поскольку им этого нельзя провести, вот это очень подходит. И это для простого человека идеально для того, чтобы этот застой изгнать, выгнать, когда в делах начинается застой. Напугать бедность, спугнуть, чтобы она сбежала, и вызвать, разбудить изобилие. Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи!